В одном государстве настолько верили в провидение, что у них был такой обычай. Каждому осужденному на смерть перед казнью предлагалось стянуть жребий судьбы. В мешочке были 2 листочка – жизнь и смерть. Если осужденный вытягивал первый листок, его миловали. Если второй, приговор тут же приводили в исполнение. Таким образом, у каждого осужденного была надежда до самого последнего момента, а у судей был дополнительный голос свыше за или против принятого ими решения. Так уж случилось, что один человек открыл свое дело. Оно стало понемногу процветать, а вместе с успешностью, как это часто бывает, появились недоброжелатели. Они сначала клеветой добились ареста человека, а затем и подписания ему смертельного приговора. Зная о том, что у осужденного всегда есть шанс на спасение, они обманом выкрали из мешочка листочек с надписью «Жизнь» и добавили второй листочек с надписью «Смерть». Таким образом, враги не оставили человеку никакого шанса спастись. Какой листочек он бы не вытянул, его ждал смертельный приговор. Но у человека были и друзья. Они разузнали о кознях врагов, проникли к осужденному в тюрьму и рассказали, что в мешочке его ожидают 2 смертельных листочка. Друзья советовали рассказать об этом судьям и настоять на проверке мешочка со жребием. Но, как ни странно, осужденный обрадовался этому известию, попросил никому об этом не рассказывать и сообщил, что это спасет его. Друзья уже решили, что у него перед смертью помутился рассудок, но он уговорил их хранить молчание. На следующее утро человек вытянул жребий судьбы и был отпущен на свободу. И друзья, и враги, зная о 2 смертельных приговорах в мешочке, недоумевали, как он смог выйти из такого, казалось бы, безвыходного положения. А человек поступил так. Вытянув листочек из мешочка, он, не читая, тут же проглотил его. У судей не оставалось иного выбора, кроме как посмотреть, какой листочек остался в мешочке. А так как там была смерть, то было официально установлено, что человек вытянул жизнь. Таким образом, враги, готовя человеку верную гибель, невольно привели его к спасению. Не забывайте, враги и неприятели от плохой жизни не появляются. Если они у вас есть, значит, вы достойны того, чтобы вам завидовать. А у любого талантливого человека недоброжелатели будут всегда, только в силу того, что не все таланты достались им.